Дорогие друзья, всем привет! С вами Илья. На данный момент мы находимся в Италии, на севере, в Ливинью. Немножко застряли в сугробе прямо перед отелем. Я знаю, что вы ждали этот выпуск, потому что в конце ноября мы ездили в ралли, в One Life Rally зимнее, вот, и побывали в разных странах. Успели все это для вас снять, потому что наш пробег начался в Хорватии, в Загребе, после этого побывали в Венгрии, в Будапеште, после этого Словения и север Италии, конечно же. В общем, обо всем об этом сегодня будет максимально подробно. Мы очень старались все это снять и показать специально для вас, поэтому устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. А я, пожалуй, буду потихоньку откапывать гелик. Итак, ребята, 19 ноября, полночь, как обычно, автовозы подъехали. Чем мы занимаемся? Пойдемте, вам покажу. Мы едем в пробег на Audi RS6 и RS7. Как вам такой номер? Оклеиваем машины, и в этот раз это связано не с дизайном. Едем мы на гелике, точнее на двух, и это будет вообще сюрприз. Но самое главное, что мы решили устроить extended версию пробега, потому что в оригинале всего лишь 3 дня, Австрия и Италия. А сейчас уже все поменялось, теперь это будет Словения, Австрия, Италия, видимо. Но мы решили этот пробег немножко расширить, устроить допробег и автор-пробег. Куда мы точно поедем, я еще сам не знаю, потому что каждый день приходят какие-то новости о закрытии или открытии стран из-за ковидных ограничений. Мы вот буквально вчера узнали, что ввели локдаун в Австрии, весь наш план поехать в Вену пошел по одному месту. Но мы не унываем, мы, уверен, найдем себе занятие интересным, а пока наша задача доклеить машины для того, чтобы мы начали наш маршрут в Загребе на красивых и стильно расклеенных автомобилях Brooklyn Steam. Встречайте, RS6, RS7, 2 гелика. Мы начинаем. Помните, у меня машина была черная, мы просто поклеили ее в Нардо Грей и решили поехать в пробег, но на самом деле нет, конечно же. RS6, как вы помните, у нас работает в прокате, она уже не с нами, ну точнее, не всегда с нами. В пробег мы едем традиционно на гелике, гелик — это зимний автомобиль, вот, плюс у нас там всякие допы, интересные вещи, еще сюрпризы вас ждут впереди, так что вообще устраивайтесь поудобнее, на самом деле, там чаеху заварите, как говорят некоторые, да, там, ну или налейте что-нибудь себе выпить, потому что история будет долгая, история будет интересная. Мы пригласим к выходу в первую очередь. Hey bro, you're gonna be here next few days? No, we're planning to go to Budapest, then nice. we want to go to Vienna, but now it's closed. No, Budapest much better, yeah. Вы представляете, ребят, как такое возможно в аэропорту Загреба встретить знакомого, который участвовал в ралли, получается, нашим летним. Вот, он был один из организаторов и просто случайно вышел из аэропорта и встретил знакомое лицо. Офигеть. В общем-то, наша поездка начинается. Я очень рад сюда вернуться. Блин, такое ощущение, что с момента летнего ралли просто целая вечность прошла. Хотя прошло, на самом деле, сколько? 5 месяцев, да, получается? И вот мы снова здесь оказались. Такая немножко спонтанная поездка, немножко спонтанное решение. Вот, но мы к любым спонтанным решениям готовы, опять же, все это снять, вам показать. Поэтому не забываем, пожалуйста, подписаться, там, поставить лайк. Это на самом деле очень приятно. Вам как бы не сложно, а нам очень приятно. О май гад. Пожалуйста. Пожалуйста. Майбах.
Whoa. I'd say mashallah. My God. Это This is Maybach. crazy. Who made it? Huh? My company, yeah. Wow. So one guys they install this Maybach seats, and we make leather removal, and so we change the leather, my put God. carbon, everything. Та-та-та-та. Смотри, люди просто такие, типа, что? Жебелька. Да, ну тут нет вариантов, как бы. У нас при пати One Life Rally перед каждым ралли нужно машину подготовить, а именно нанести наклейки. Вот. Мы на наши автомобили сделали это в Москве. Долгом справились с этим, потому что у нас 3 тачки приехали из Москвы, и одна машина приехала своим ходом из Калининграда. Это гелик находится за моей спиной. В общем, поэтому приехали на мойку, еще еле нашли мойку, в которой влезает гелик, потому что на первой мойке нам отказали в обслуживании, сказали, что типа высота машины слишком велика для хорватских автомоек, поэтому ищите другую. Это Brooklyn Detailing Tools в Кракове. Ой, Краков, блин. Загреб. Так, ну все, господа клейщики, смена закончена, давайте, расходимся. Работай дальше. Все, не пиздеть. Я себя сейчас реально поймал на мысли, что столько раз лого One Life Rally я за один день не клеил на машину. Получается, у нас просто все тачки обклеены. Для ребят, у меня тоже есть небольшой сюрприз, как бы, так сказать, бартер, реклама на рекламу. Сейчас мы приделаем тачку. Нам нужно просто как-то отвлечь их внимание, типа. Смотри, просто ты сейчас туда уходишь, не паришься, что ты с них клеишь. Да. Просто куда-то уходишь за угол. Да, а ты типа Я буду их снимать, а Да. ты за ними, за спиной прямо, они сидят на тачке, за спиной прямо клеишь. Stay here, please. Ага. Like this. Yeah. No, we should be talking or something. It's not a problem. No talk. Such a network. Gav is a problem when it's the camera. He's not talking all the time. But Look at the camera. Look at the camera. Ага. Good. he was showing something in the back, huh? For sure. Michael. Ребят, ну наконец-таки настал этот долгожданный момент. Это на самом деле не мой гелик, это гелик моего товарища, моего подписчика из города Калининград, который был расписан буквально неделю назад тем же Мишей, который расписывал гелик мой. У нас в этом пробеге вот такой получился тандем двух арт-объектов. Но я вам хочу сказать, что за тот день, пока мы ездили по улицам Загреба, на этих двух геликах парой, мы поймали такое огромное количество лайков. Люди просто заглядывались, потому что, конечно, получилось очень круто. Короче, хочу поздравить Петю с тем, что у нас все получилось в авральном режиме. Все успели сделать, как обычно в нашем случае бывает. Оцените гелик, пожалуйста. Мне кажется, получилось очень круто, свежо и вот так немного по-зимнему, что ли. Такой вот холодный стиль. Заедем в гости к нашему товарищу. Может быть, вы помните, у нас в видео с пробега мы с ним зарубались, его зовут Мислов, 9812 на треке под Белградом. Была эпическая битва, в которой, правда, мы немножко проиграли, но временно исполняем обязанности проигравших в этой битве. В общем, едем к нему в гости, наверняка вы его помните, забираем 812 и в центр города там немножко пошумим. Hi guys. Hi.
How are you? I'm fine. Okay. Waiting for the test drive for the Rimac. You know, Yeah? Mislav told me that he will help me with that. I'm waiting. Какой просто красавец. Компетиционный даже. Смотри, это не Fiat 500, это Fiat 595. Компетиционный, мать его! О, ну, Опачки. опачки. Знакомые Феррари. И сейчас будет самый громкий холодный пуск за историю российского ютуба. Прямая трансляция из Загреба. Знаете, самое прикольное, что когда ты участвуешь в ралли, ты постепенно знакомишься с людьми, которые любят машины, но уже живут за границей. Потому что, ну, вот российский YouTube, мы там снимаем, там, Инстаграм, все как-то вот законнектились с кучей людей за это время. Вот. Но самое удивительное, что вот съездив один раз на ралли, мы познакомились с некоторыми ребятами, с кем продолжили общение, и вот продолжили, потому что даже взаимно подписались друг на друга, хотя я не понимаю, что он говорит в своих сторис там, на хорватском, он не понимает, что я говорю на русском, ну, то есть в целом понятно, но слова не разбирает. Вот, и вот так общаемся, и самое интересное, что у Мислава такая еще автомобильная коллекция. Мислав, can you tell something about your cars? Huh? Not all the cars are here. Only some. this one, BMW M5. Yeah, remember, Yes. E60. E60, yes. And this is MA6. That's him. X63. It's the same level. M6, yes. And what is your favorite car? My favorite car from. I'm not sure. Yes, it's hard to say. I mean, from all the cars. but most of all you use A12. Yeah, no, that's my friend's car, not mine. That's the car. Будем считать, что твоя все нормально. What? I mean, for the YouTube, it is your car, bro. If I say this is a nice guy, this is his Ferrari, and they say, no, it's not, it's my friend. No, it's my friend's car. It's friend. Oh, fuck. Why didn't I tell you at the beginning? Again and again. Don't have a Ferrari? Come on. Are you kidding me? Come on, let's go. Загребский цирк отдыхает. О, поехали в туннель. Сейчас не заедем. Блин, как тут тесно. Блин, в смысле? Я думал, что мы сейчас чешем по всем бокам. Late to the stage they come, papers to blaze the punk. Police on the beats we run, high rise you're not equal chump. I'm above you're below us all, no love in the doja fools. Utilize my golden tool, no repentance is overdue. If you're in the Pardon. What? All? Паспортный контроль. Окей. Веселые ребята там, да? Хватит трамвай снимать. Ребят, мы доехали до Будапешта. В общем, дорога была легкая, приятная. В общем, если вдруг вы еще не поняли, почему нет у нас других автомобилей, у нас только 4 тачки, 2 гелика, 2 РСки, пробег еще не начался. Это Припять. Мы прилетели в Загреб, мы встретились с ребятами, которые организаторы, потому что они там живут. Вот, мы с ними покатались, погорали. У нас еще 2 дня до начала, и мы приехали в Будапешт, потому что в прошлом пробег мы здесь тоже были, но были просто проездом. А теперь хочется посмотреть этот город как следует. Вот помните, в предыдущем ролике про ралли было очень мало внимания уделено этому месту. Вот поэтому мы справимся. Сейчас мы ложимся спать, будем отдыхать для того, чтобы завтра как следует поснимать. Для нас это часов 10, а для вас 1 секундочка. Ребята, Будапешт. Посмотрите, как красиво. Вот эти тачки. Надоело. Давайте сегодня у нас день будет в стиле Птушкина. Мы посмотрим этот замечательный город, один из самых красивых в Центральной Европе, и покажем его вам так, как мы умеем.
начали исследование замечательного города Будапешт, который образовался вследствие слияния 3 городов на берегу Дуная. Это Пешта, Буда и Абуда. Почему-то название осталось только Буда и Пешт, а Буду забыли. Так бывает, знаете. Видимо, 3-й партнер был слабоват. Ну, в общем, мы начали с того, что мы поднялись на гору Гелерт или Гелерт. Вот, здесь у нас цитадель, которая закрыта на ремонт, к сожалению, и памятник свободы, который был установлен после освобождения Венгрии по результатам Второй мировой войны. Кстати, интересно, что на памятнике был еще воин-освободитель, но в 90-е годы его убрали. Ну, по понятным причинам. Советский Союз крякнул. Вот, но ничего страшного. Есть и хорошая новость. Отсюда потрясающий вид на весь город. Сейчас мы вам покажем. И после этого двинемся дальше. Самое удивительное, что мы оказались на том же самом месте, на котором мы были и фоткались в летнем пробеге в июле этого года. Кстати, здесь какое ощущение, как будто все изменилось, потому что в тот день было пасмурно, и сегодня вот солнышко. У меня такое ощущение, что вообще вот все по-другому. Я обнаружил, то есть одна очень особенность, почему-то на автомобилях Шкода установлены рамки Porsche Венгрия. Почему? Я не знаю почему. Машин тут много, как везде в Европе, но в основном они такие простенькие. Но вот в Будапеште встречаются варианты подороже, поинтереснее. Не, реально, у них вот какая-то вот есть проблема, что ли, не знаю, как объяснить, вот нервность. Ну, допустим, ты там что-то затупил, как бы, вот здесь сразу такой негатив. У нас, если человек что-то делает не по правилам, обычно отношение, что, ну, наверное, так ему нужно, поэтому, очевидно, он, понятное дело, что он делает это не специально. А здесь такое ощущение, что это какие-то прям вот хейтеры вообще вокруг. Может быть, у них здесь принято просто ездить вот исключительно вообще вот соблюдая все вот эти вот перестроения из ряда в ряд, да, вы же всегда бывает такая ситуация, когда там где-то не успел, там проворонил что-то поворот, но нужно перестроиться. Вместо того, чтобы тебя просто пропустить, начинается просто там представление с гудками. А может быть, они просто так не любят лихачей условно, то есть для них это типа в культуре вообще не принято там как что-то нарушать, и они там думают, что человек принципиально нарушает, таким образом они его там как-то учат жизни, не знаю, странно. Мы врали, но мы сейчас как бы слезли с колес и садимся на другое колесо. Колесо обозрения в Будапеште. Лучше поторопиться, они тут уже все недовольны. И они реально тут, представьте, все время недовольны, если ты что-то делаешь, типа, как-то не по-коммунистически, какие-то социалисты все. Типа, чуть задержался, уже сразу хейт. Кстати, многие вот меня в Инстаграме, в сторис, в комментариях спрашивают, а как вообще обстоят дела с вакцинированием, с QR-кодами. Вот первый раз за все время мне пришлось показать, вообще спросили либо ПЦР-тест, либо вакцину, я показал вот спутник, соответственно, вот на рождественскую ярмарку, новогоднюю ярмарку в Будапеште, сказали, окей, проходи. То есть, получается, котируется, работает. Прикольно. Ну-ка, улыбайся. Будет сейчас фотография, давай. Улыбочка. And you can make it like a soup. For it, with the bread and Получается, видимо, какая-то томленая тушеная говядина, но они просто, видишь, они ее кладут внутрь хлеба, но они, это не как суп. Can I have one? Мы, короче, из автоблога превратились в travel-блог, а сейчас в передачу «Смак» просто превращаемся. Венгерский смак.
Смотрите, как красиво им поставили. И как только мы закончим с этим замечательным блюдом, нас ждет второе. Такая вкуснятинка. Просто вот, как я ее хотел попробовать. Но я уже пробовал, но я с радостью еще раз попробую. И даже на камеру. Вот, сейчас туда пойдем. How much in Europe? Almost 10. 10 евро. 800 рублей, как с куста. Дзынь. Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you... Когда же YouTube будет запахи передавать, я не знаю. Просто закупился полный бак. У нас есть говядина в хлебе. У нас есть чай какой-то сладкий, очень прикольный. И у нас есть... О, боже. Я не знаю, как это передать. Это просто горячая булочка. Сладкая, с корицей, с орехами. Как она пахнет. Весь комплект обошелся примерно где-то 1400-1500 рублей. Наверное, не так дорого для Европы, но мне кажется, что это будет очень вкусно. Можно я уже пойду? Новый день, новая страна. Именно этого правила мы придерживаемся. Поэтому сегодня направляемся в Словению. Осталось 9 километров до границы. На заправочку помещается. Это на венгерском. Да, здрасте. Да, посмотрите, тут есть русский язык. Прикольно, да? Получается, русифицированная заправка. Так, карта банковская. Странно, тут на заправке, получается, нельзя выбрать объем в литрах, тебе нужно выбрать цену. Сколько тебе зальют топлива. И самое удивительное в том, что, когда ты выбираешь эту цифру, вот там 2000 их местной валюты, тебе показывает, что можешь либо 95-го 42 литра, либо, соответственно, 42 литра дизеля, у них там одинаковая цена почти. Сейчас вот по банковской карточке поймем, сколько нам обошлось, 53 литра. Пин. Ага. Блин, тут какой-то помощник нарисовался вообще. В общем, мы его не звали. Просто, я не знаю. You work here? Да. Это Андрюха же. Андрюха, твой ассистент. Это Андрюха? Здорово, Андрюха. Не ждал тебя здесь увидеть. 5000 рублей. Ну да, получается 100 рублей за литр, чуть дешевле. Серьезно? Да, получается в 2 раза дороже. Квитанция. Что нужно? Чтобы зайти на заправку, нужен паспорт и ковидный сертификат, которых, я так понимаю, у нас свежих нету с собой. А маска? Видимо, тоже. А маска? У меня есть сертификат сейчас. Hello, вакцина документ. Окей, само маска. Окей. Друзья мои, у меня в руках винетка. Это оплата за дорогу, потому что в Европе очень много платных дорог и совершенно разные системы оплаты этих дорог присутствуют. То есть, допустим, вы приехали в Хорватию, там были такие же автоматы, как у нас в России, то есть останавливаешься, берешь купон, в конце оплачиваешь. В Венгрии тоже нужно покупать винетку, это можно сделать онлайн. То есть не обязательно останавливаться на заправке или в какой-то точке продаж, просто через сайт зашел, оплатил, получил доступ там на 15 дней, минимум, тоже 15 евро стоило. И вот в Словении нужно купить винетку, она продается только на заправках. Вот. Так, а что мы делаем? Ну все, мы устанавливаем винеточку на место. Технология вообще, представляешь, европейская страна, технология, здесь пробить дырку на дне и, собственно, дырку на дне и на месяц. И вот 7 дней можно ездить. Ладно, сюда. Ах. You might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. Технический надзор, все. Ilya, are you? Have you drink some alcohol? No. No. I'm a sportman.
I'm a sportsman. I'm a sportsman in Slovenia. О, I'm an area. Что такое? А у меня там камера на 193. Серьезно? Да. Ничего не говорят? Ну, я делаю, что не понимаю, хотят 600 евро с меня сейчас получить. Это плохие новости, на самом деле. Бро, я не знаю, что делать, честно. Ну ладно, сейчас буду разбираться. А от вас ничего не хотят, да? Ничего вроде, ничего не... Speak English. Yes. We have radar control. You were driving the same, but he was first, you were second. And radar something blocked that we don't have photo for you. If we have photo, you will also pay 600 euro because you are driving very fast. This diesel is not gonna be fast. No, Diesel. no, yes, 110 maximum, yes. Yes, it's diesel. Yes, yes. You see speed there. Ah, come on, yes, yes. 50 kilometer. Yeah, per hour. Average. Yes, yes. Diesel. Yes, diesel. Girlfriend. Yes. Family. Yes. Family yes. tourism. Ah, tourism. Now you have luck. Very luck. I'm luck. Бля, ты понял вообще? Он все по факту сказал, что типа как тебе повезло, что Нет видимо... фотографий у них, видишь? Да. Слушай, знаешь, что нужно сказать Мише, чтобы он... У них нет фоток, я думаю. Я пойду сюда, Да, я сейчас с него спишу точно бабки. 600 евро как с куста вообще. Я ему скажу, ну, я сейчас скажу, Миша, давай пополам просто заплатим и все, хрен с ним. Типа это как платная дорога. Купили винетку. Okay. 193, 11 and 30 minutes. Okay. Ну так, ребятки. Немножко нас тут приостановили доблестные славянские сотрудники. Ну, штраф выпустили, в общем, за чуть превышение небольшое. Сейчас платим, едем дальше. Что скажешь в свое оправдание? Нарушитель злостный. 600 евро как с куста просто. Ну да. Это официально как бы. Была попытка, типа, может вы нам счет просто выпишите, мы там оплатим, когда приедем. Они говорят, ага. Я знаю, он говорит, ага. Понятно. Он говорит, тогда мы снимаем номера, документы, и пока не принесете квитанцию, не отдадим. Вот. Но это, конечно, не самый лучший вариант. В Европе остаться без документов. В общем, если едете в Европу, берите второй комплект номеров, документов, всего. И тогда, в принципе, у вас будет шанс засейвиться, как бы, так сказать. Первый раз будет бесплатно. Одна несгораемая жизнь. Да, одна жизнь, получается, будет. Ну что, поехали туда? О! Мы, как обычно, изучаем Википедию по приезду в новый город. Друзья мои, это Любляна, столица Словении. Пока я узнал только численность населения и происхождение этого слова, в честь реки, на самом деле, названо. Хотя название мне очень нравится, оно созвучно очень красивому слову «любовь». Вот, что мы видим вокруг? Такой вот центральный европейский город, старенький, очень все красиво. В принципе, похож на Будапешт. Ну и постепенно украшают город к празднику. Чуть все-таки раньше мы приехали, еще не Рождество, еще месяц до него, но постепенно все украшают. И такое, конечно, ощущение Нового года постепенно в воздухе появляется. Мы приехали специально, чтобы вам показать, как тут классно в Любляне. На час, на самом деле, всего заехали. Отметиться, потому что был в Словении во время летнего пробега, но просто мимо проскочили, не считается. А так вот, хоть чуть-чуть побыли, посмотрели, подышали этим воздухом. Ну что, едем дальше. Как красиво, а? Несмотря на название озера, здесь потрясающе красиво. Еще была обнаружена лодка Лариса. Хочешь сказать, Лариса, блед. Лариса, блед.
Но это наша еще не конечная точка. Просто здесь остановились, потому что очень круто. И вот, наверное, ради этого мы путешествуем, чтобы вот на это посмотреть и ощутить, и прикоснуться. Это так круто, на самом деле. Так, и так круто. Ощутил, но не прикоснулся еще. Аккуратней. Градусов 10, наверное. Ну как, бля? Ну как? Нормально. Чао. Даже хромой пришел, смотри. No. Итак, ребят, мы добрались. В общем, куча знакомых лиц встретил. Круто. Как-то мы привыкли уже вчетвером ездить, а сейчас вот машин штук 20. В общем, в предвкушении, на самом деле, начала. Сейчас пойдем с всеми пообщаемся, поздороваемся. И сегодня у нас еще, типа, приветственный ужин планируется. Вот, ну, наверное, какие-то еще ивенты будут интересны, так что... Там, та-та-та-та-та-там. Пойдем. Yeah, better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. Ребята, Новый год еще не наступил, но подарки уже подъехали. Это мерч, официальный мерч. Перед началом ралли. Так, садись. Блин, это сейчас будет распаковка. И во-вторых, по ходу конкурс, что ли, будет? Получается так. Конкурс на пробег, как в тот раз был, что ли? Вот такой вот. Где нужно было указать правильный пробег за шапку. Просто отгадать пробег и получить шапку или кепку. Что это вообще такое? Это куртка, мать его, пах! Конкурс, дорогие друзья, внимание, с этого момента смотрим ролик очень внимательно, изучаем Google Maps, потому что нужно угадать точное число километров, которые мы пройдем, проскользим с завтрашнего старта по финиш в Ливинью 28 числа. Смотрите внимательно, если мы где-то будем съезжать или будут какие-то отклонения по маршруту, их тоже нужно учесть. Итоги спустя 1 неделю после выхода ролика у меня в Инстаграме традиционно в сторис. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм, угадывайте точный пробег, смотрите дальше, кайфуйте и забирайте эту просто фантастическую коллекцию мерча. One Life Rally MMA. This is take to leg. Чё ж ты так уделался, дружочек? Дорогие друзья, всем доброе утро. Ну, блин, вам не утро. В общем, у нас новый день, новое озеро, как обычно. На самом деле, стартует сегодня пробег, но мы начинаем не со старта. Встали пораньше, в 7 утра, вот, для того, чтобы приехать на эту локацию, показать вам. Вчера ее обнаружили. Здесь очень красиво. Чуть не повезло с погодой, дождик, но, блин, вид просто потрясающий. Вот Словения, не ожидал от меня такого. Казалось бы, маленькая страна, вот, а это столько достопримечательностей. Славянский оффроуд. Очень красиво, конечно, в Словении. Вот эти вот, знаешь, вот, вроде бы нет каких-то сумасшедших достопримечательностей. Вроде бы, ну, нет там каких-то памятников, архитектуры там. Но вот, не знаю, вот в этих деталях, вот, сочетание вот этой природы с этими постройками, какой-то, знаешь, вот дух такой горный, да,
прям едешь, и взгляд цепляется буквально там вот, за каждую постройку, да, за любой пейзаж, это очень прикольно. Честно, это просто вау. Вот это просто вау. Охренеть. На старт не опоздали, ездили, смотрели красоту. Вот, но обратите внимание на автомобили, зимние ралли, гиперкаров нету. В основном какие семейные варианты были. Кто-то на 223 просто поехал. Кто-то на Audi S5. Кто-то на Kia. Ладно, я думаю, что сейчас надо собрать. У меня ж гиля. Ну что, ралли начинается. Колонна уехала, мы поехали догонять. Впереди куча интересного, походу. Спортивный гелик. Залетел в Евросоюз. В смысле не спортивный, это же AMD. Не слышал про AMD? I'm Diesel. AM Diesel. Опачки. Все нормально. Сверните на третий выезд. Так, ну что, первая точка у нас минус получается. Минус. Почему? Что случилось? Опоздали чуть. Так ты же говорил, Volkswagen спортивный. Успеем. Значит, 30 минут отыграли, а еще 10 не хватило. Я думаю, что с геликом на самом деле можно сравнить еще два автомобиля, но они не относятся к его конкурентам. Первый это Mini Cooper, второй 911 Porsche. То есть это те машины, которые вот долгое время находятся на конвейере, глобально они меняются, при этом имеют своих фанатов. С эволюцией они глобально не изменились, то есть у них остались такие конструктивные недостатки, за которые именно эти машины любят и за которые именно их и покупают. Гелик рамный, у него сзади мост, теперь спереди, правда, независимая подвеска, но тоже долгое время был мост, и несмотря на это, несмотря на то, что он по комфорту находится на уровне автомобиля 70-х, 80-х годов, но люди их покупали и использовали, и получали удовольствие, потому что такое брутальное авто. Вот. То же самое, допустим, Mini Cooper очень маленький, да? А 911 у него вообще бич всей конструкции, это мотор, который находится сзади, за задней осью, то есть это неуправляемая кувалда. Но 911 покупают, и если из 911 мотора перебросить в середину, все, эта машина потеряет свой культ, потеряет своих фанатов и станет в ряд с другими конкурентами, да, по сути. Пока они это не делают, это такая вот тачка остается. Что по энергии? Уважаемая. По энергии что у тебя? Да по энергии, но хочу доехать уже просто, братан, все, короче, ты все понимаешь сам. Ну что, ты как, нормально у тебя все? Все путем, все хорошо. Кто у тебя пассажир? Георгий, а сзади Михаил. А почему ты их взял с собой? Чтобы одиноко не было. Мы должны были 3 машины ехать, но потом там кто-то из ребят не смог, а мы уже оба нацелились, что каждый будет за рулем. Понятно. Ну и решили, что все, тогда едем, едем на 2 машинах, но нас только 2, собственно, а у меня медведи дофига. Я с медведями с 17-го года катаюсь. Серьезно? Да. Ну, ничего себе. Gabriel, where are we? Where? This is
It's his city. He lives here. What is it? It's Lipica. It's one of the most famous stud farms on the world, and it's stud farms for horses. It's a farm for horses. Yeah, it's from 1500s. It's like 500. Yeah, exactly. 1508. Exactly. And the thing is that the horse is born black, and when it grows, it becomes white. It's like the miracle of the nature. Yeah, it's like unicum on the world. And mostly the horses. When I was young, I was blonde. But now Yeah, you see. So you're a horse, actually. I'm like a horse. Yeah. You're like horse. But you know, Powerful. mostly the horses that you see in the movies, like doing acrobacies, you know, they are mostly from here. Really? Yeah. Контент есть, было, козел. Казино, Голд Клуб, казино, конечно, козел в казино бежит, 100%. Hi, what are you doing? Gamble. We're going Where? to Livigno. Alivigno, okay? From Russia. Yeah. We're It's a rally. short trip. Yeah, but we go with rally with Okay. many cars. I see. Yeah. Take care. Итальянцы намного вообще дружелюбнее оказались. У нас первый раз там, по большому счету, какой-то прям так вот спросили, уточнили. То есть, ой, я случайно набрал по телефону еще проверить. Сори. Мне, кстати, вот Италия очень подходит. То есть это вот та страна, которая мне комфортно нравится. Как-то вот они похожи, итальянцы, на нас такие вот. Тоже, может, эмоциональные отчасти. Ничуть раздолбая, да? О, тоже какие-то итальянцы подъехали. Это итальянская мафия, что ли? Сицилианцы. Вы итальяно? Вы итальяно? Вы? Sì, papi. Картина в этом гелике, Carpaccio. Reggiano. Что творится? С нами полиция, они сказали за ними ехать, вот видите? Братан, что-то тебя вообще не везет с полицией в эту поездку. А где тебя приняли, я не понял. Что не приняли, мы ехали, они просто нас догнали. А вот видите, вас тоже принимают. А, серьезно, смотри, они машут прям. А что за бред, блин? Нет, реально, я бы не поехал. Скорее всего, они сейчас выведут вас и будут проверять. Вот, давай сейчас я Нику позвоню, спрошу, что это Главное, такое. чтобы они нас не в участок какой-нибудь отвезли, хотя, мне кажется, вполне такое может быть. Блин. Все, пока. Не знаю. Они, мне кажется, они радостные. Buongiorno. Hello, buongiorno. Italiano? No. I need your drive license and document car. Okay. What happened? Why you stop? Sì, stop car. Why? No, normal control. Control. Не знаю, normal control, я уже услышал это. Normal control, просто документы дай посмотреть. А потом 600 евро, пожалуйста, молодой человек, 600 евро, заплатите ручку. Еще один экипаж. С гей-вечеринки пришел какой-то чел. А он экипаж откуда, сзади или спереди? За переездом. Buongiorno. Buongiorno. Della patente il libretto, gentilmente. Gentleman. What happened? Problem? No problem. Okay, this is document. Control police. Normal control. Полис страдали? Sì, yeah. Феррари. Блин, ну наверное, конечно, мне вот это, честно, вот эти вот штаны, конечно, выглядят очень сомнительно. Я и вообще редко такие комментарии даю, конечно, но зачем они такие обтягивающие покупают? Как-то очень удобно. Он просто едет, наверное, весь... В участок еще всех поведет будет, типа там
С плеткой такой стоять. Габриэль там... Габи что-то занервничал, смотри. Смотри, он пошел, нет, смотри, он пошел мерчем отдавать эти все браслеты. Вот заметку вот сейчас будет. Такой парня, я скажу, я наклеек накину. What happens? What happens? They saw your ugly Russian face and they stopped you. No, all good for now, no problems. They just checking? No, they have no proofs, nothing. Нас взяли мусора. Не понимаю, не понимаю. Нас взяли мусора. Нас стали Мусора. мусорай. Мусорай. You were stopped by police, but in a bad word, right? Yeah, Okay, I got it right. If they will let us go, then they police. If they will not let us go, then they mусора. Okay, they will let us go. Okay. For sure. Nice policeman, nice. Grazie mille. Ciao, altrettanto. Bocca al lupo per la vostra idea. Polizia italiano, 1, 2, 3. Я с Москвы, зовут меня Иван, проживаю в Европе, в Швейцарии в частности. Там следят за машинами вплоть до того, что даже нельзя в Sport Plus ездить по городу, даже если едешь тихо, никому не мешаешь. А цены за штрафы вообще могут быть абсурдными, там можно превысить на 10 км в час в городе, и за это уже штраф 700-800 франков. В зависимости, все-таки сколько километров было и какая зона. Самый дорогой у меня был 830 франков, это было 110 в зоне 80 на шоссе, то есть это была зона ремонта, поэтому у меня права не забирали. То есть там получилось как бы договориться, что просто я заплачу штраф, и меня будет, будут меня проверять, чтобы я больше не нарушал. Потому что если бы нарушил бы там через какое-то там небольшое время, там пару недель, тогда меня уже забрали бы права на срок от 3 месяцев. Все, что как бы, у машины есть, можно сказать, нелегальные вещи, это в частности все, что идет до выхлопа, то есть даунпайпы, пайпы, в Швейцарии это делать нельзя. Но сказано будет на камеру, мы такое делаем только когда мы выезжаем в Европу, а уже в Швейцарии мы катаемся на стоке без прошивок, потому что прошивки, отстрелы, это все запрещено. Только если машина уже идет со отстрелами, тогда их можно иметь и можно использовать. Но за пределами жилых пространств, то есть только на шоссе. Всем здрасте еще раз. Ну, конечно, на гелике 500 километров в день это нормально, но не гран-туризма. В общем, мы специалисты по озерам, поэтому мы уже в Италии на озере Гарда. Вот. Но опять приехали уже вечер. Самые красивые виды будут завтра. Вот. Поэтому пойдем обустраиваться потихонечку, обсудим сегодняшнюю поездку. Было много всего интересного. Было много автомобилей интересных уже, которые въехали все вместе наконец-таки. Вот. Поделимся впечатлениями и завтра уже утром посмотрим, какое красивое здесь озеро. 100% вам понравится. Так, все, камеру вроде бы протер. Камера мотор. Пойдем посмотрим быстро тачки, потому что мы тачки вообще не смотрели. Ребят, ну этот пробег, он не супер про спорт, он больше про travel, про GT, Гран-туризму, все дела. Что у нас сегодня в меню? Audi RS, вон там стоят. Одну из них вы хорошо знаете уже. BMW M5, классика, F90 из Румынии. Porsche Cabriolet. Это тюнинг T-Hard. Я даже не понимаю, какое это поколение. Судя по рулю, это рестайлинговая машина. И посмотрите, конечно, здесь еще выхлоп и задний спойлер. Это на любителя, мягко говоря, грубо выражаясь. Вот. T-Card. Ferrari, Portofino, Cabriolet. Так, что еще у нас есть?
Впереди Audi R8 на выхлопе V10. Прикольно, но это, к сожалению или к счастью, они полноприводные. Это самые, наверное, навороченные, самые спортивные тачки из тех, что есть в этом пробеге. Но этот пробег, он не про гонки, не про скорость. Этот пробег про общение, про красивые места. Мы сегодня были на озере Гарда. Вот, сейчас двигаемся дальше. Впереди нас ждет другой итальянский курорт Ливиньо. Там, конечно же, тоже будет озеро. Это такой у нас озерный, получается, пробег. Мы вас любим, стараемся для вас и продолжаем. Все, спасибо, что приехал. Удачи. Счастливо. Все, пока. Начинается наш маршрут сегодняшний. Задержались с ребятами из Украины, познакомились. И вот сейчас поедем вместе, будем нагонять колонну. Что сейчас скажешь по поводу такой езды по Европе? Я это вставлю точно в монтаж. Да? Без этого никуда. Блин, ну это плохо. Ну, стыдно получается чуть-чуть. Ну не можно. Не можно так делать даже. Не нужно. Сейчас впереди все Audi в туннеле будут. Затыкайте уши. Ребята, как красиво, посмотрите, вот что тут добавить, просто. Спасибо. На заправке стоит мужик просто бородатый с терминалом в маске. Говорит, вот терминал, платите 50 евро с вас. Я говорю, а ты здесь точно работаешь? Он говорит, а что ты спрашиваешь? Я говорю, братан, ну ты еще не бывал в Москве, ты еще не знаешь, на что способны наши специалисты по отъему денег населения. Пассажиру, говорю, плохо, смотри, пассажиру плохо. Блин, врача ему. Врача, смотри. Врача, позовите врача. Он просто не подает признаков жизни. Джонни, что с тобой стало? Это Джонни. Джонни, проснись. Джонни, пойдем попьем водички. Губу могу оторвать, Съехали с маршрута буквально. Тут даже такой небольшой оффроуд начался. Я думаю, здесь надо правее взять, правее максимально. Да, туда. Все будет в порядке. Давай. Я проеду. Давай, пошел. Давай. Стой. Реально кора выручает. Еще коры. Не, пусть на ней стоит. Нам по-любому надо проехать, потому что мы назад задом не сдадим. Там невозможно развернуться. Короче, сейчас будет уборка листвой передним сплиттером. Ой. Давай назад. Давай. Стой. Теперь руль влево. Давай. Ребят, ну просто с помощью коры и чьей-то матери просто, понимаете, преодолели препятствия в этом живописном месте Италии. Блин, движемся дальше. Офигенно. Там, говорит, водопад и какая-то речка еще. Так, я бы кору взял. Петь, ты что, ты на стейсе ездил, да? На статике? Блин, я 2 года на Суарере ездил с карбоновым сплиттером, редким очень, и приходилось с досками кататься. На самом деле, я вам скажу так, для меня то, что сейчас происходит, это только вообще большой плюс. Я жду, когда на гелике колесо отвалится, потому что, ну вот он хоть какой-то контент, а то едем, пенсионерская какая-то тусовка у нас получается.
Давай, давай. Стой. Потихоньку едь. Стой, вот сейчас стой. Давай, есть. Потихоньку. Прямо едь. Прямо, прямо. Пошел. Все. Проходишь. Проходишь. Стой, не надо, вот не надо. Вперед едь. Не, вперед. Давай. Все, прошел. Пошел. Потихоньку давай. Потихоньку пошел, давай. Давай. Газ. Пошел. Все, поехали. Давай. Ты что здесь слышишь, а? Не стыдно? Основной вывод — это то, что не берите М4 на оффроуд. Не, вроде все нормально, все проехали, и С-ка, и М-ка. Все, едем дальше. О, почти. Да, тормозим и назад сдаем, тормозим. Там трактор. Фу, он навоз. Это все, навоз. Ё-моё, кроссовки. Фу. О, какая вонина. Фу. Стой, фу! Илюх, ты видел, что ты сделал? Что я сделал? Там все в навозе. Ты же просто дерьмо вскопал так жестко. Все в говне. Ciao. Ау. Весь охренел, написал, короче, кучу ошибок, смотри. Он начал сейчас душить ремнем и закрывать окошки, прикинь. Потому что в окошке залетает немножко от передних колес. Вот. Блин, ну кайф, да? Наконец-то, Зиман, дождались. Дождались! Короче, две полицейские машины, прикинь, притаились. Смотри, Альфа Ромео он задом сдает и Рейндж Ровер. Мне кажется, нам нужно дальше ехать, походу. Я предложу, мне кажется, хорошая, да, идея будет? Да, сейчас поехать. Ну, ребят, едем? Да, я думаю, что лучше ехать, у меня такое ощущение. У меня такое ощущение, что лучше двигаться, пока не станет плохо. Илюх, что случилось-то? Гелик застрял. Как так вышло? Да как так вышло? Говорят, давай красиво поставим гелики перед отелем. Перед отелем я понял слишком буквально. Ты почти до ресепшн заехал. Ну ладно. Что поделать? Ладно, сейчас все нормально. Это было легко. Но липучка это, конечно, не самое лучшее для оффроуда. Ну ладно.
Саша уезжает в Калининград. Через Германию поедет, через Мюнхен. Снеси морду этой. Давай, Петя. Все, счастливо. Попадаю я там, нет? Да, нормально. Мне очень понравилась организация, то, что люди все, такой, как сплоченная семья, получается, ехали все вместе. В следующий раз обязательно посещу. Что думаешь, летом поедешь? Да, пока думаю, на какой машине. Вот, ну, наверное, будет это BMW. Что по гелику в этой поездке? Отработал на свое? Да, машина хорошая, надежная, энергоемкая, я бы даже так сказал. Дизель вроде бы экономичный. В целом машиной доволен, классный тест-драйв. Мы проезжали по горам, по узким дорожкам. Там вот было немножко даже интересно местами. Эй, Раша! Тим Раша! Ребята, ну что, закончилось наш ралли. Открыл сезон горнолыжный в Ливинию. И был грех, конечно, не доехать до склона. Мы, конечно, без сноуборда. Знаете, что самое удивительное? Вот эту куртку. Очень часто меня спрашивают сторис, где ты взял? Вот эту куртку Феррари. Курсы пилотов переводятся как курсы гонщиков, ну типа и водителей. Я получил именно здесь, в Ливинию. Получается, 5 лет назад показывали новую модель Ferrari GT Full. Сейчас она уже не новая, но тогда это была новинка. Презентацию проводили здесь. Здесь мы катались на боевом шипе, на Лусе, на Фере. Это было очень круто. И вот эта куртка осталась как воспоминание об этом замечательном курорте. И не мог себе представить, что через 5 лет я окажусь именно на этом месте. Вот так вот сложилась судьба. After rally party coming on. Я обещал модели показать. Да. Машину что сделано. Что сделано? Ну что сломал? Ну все, видишь, Ну что, прокачусь-ка я на М-ке четверкой. Вспомни молодость, так сказать. Ну что ж, дорогие друзья, на гелике дрифтить так, конечно, одно, на М-ке, конечно, другое. Все. Есть первая передачка. Instincts going low, looking bad like a bat with an eye patch. All black through the woods with a backpack and a lit match. Spark one time in the whole city looking like a dark set of orange when I burn it down. But it is what it do, whole play getting loud. I'm talking to town, the city had a mouth that only shut. Что-то есть какие-то, да, воспоминания остались, мне кажется. В те времена, когда я был молод, ездил на заднем приводе. У меня была М3, 92-й кузов. Да, это было весело. Иногда. Но сейчас уже все, сейчас я уже другой, я уже взрослый. What it do in here? They got lost my mind. Loose screw in here, then I walk outside. And everybody looking at me while I got them all in my sights. Picking them off, picking them out, looking like day and night in the night. And I'm killing so many that they really wanna get involved. And everybody falling from the elevator, now I'm Bray Rice in this. It's like I'm Rice and take a bite, it's nice. And I have a nice time with it. By the time that it finds the way to the right side of him, not even a Heimlich can save him. Must have let everybody know I'm working in the sea. I do it differently, so only time will give me everything that I deserve. My it. Сам формат вот этой официальной части мероприятия, именно One Life Rally, немножко скомканный тоже получился из-за того, что, по сути, сам маршрут был разбит всего на 2 дня, вот, и организаторы пытались сделать меньшее количество участников в пользу того, чтобы все двигались одной толпой, одной командой, но все равно все разбивались. Но, конечно, очень классно, что у ребят находится мотивация с разных концов мира приезжать ради 2 дней, вот, тратить много времени, там, средств на это мероприятие. Вот, это очень, конечно, подкупает и появляется желание поучаствовать в этом снова.
Это дорого, мне кажется, вне зависимости от твоего там дохода, достатка, потратить там на неделю такую сумму. Я не знаю, как тут есть смысл абсолютно какие значения говорить или нет. Это дорого, вот. Но я уж точно не жалею, потому что опыт просто невероятный, вот. И, так скажем, летнее мероприятие, наверное, будет еще дороже, но я думаю, что это будет хорошая мотивация суметь отложить эту сумму на поездку, на летнюю тоже. Кажется, мы мешаем кому-то. Да нет. Остановились посмотреть вот на эту красоту всю. Смотрите, какая замечательная штука. И там пришел хозяин, вот пытается заехать. А Илюха взял, по-русски встал. Да, так все было. Спасибо. Пожалуйста. Продолжаем маршрут по озеру Кома. Вот сейчас мы развернулись, остановились специально, чтобы вам показать кое-что интересное, что абсолютно случайно обнаружили, и вы просто офигеете. Вот видите, торчит зад автомобиля. Вот как думаете, какой американский авто может стоять в малюсеньком гаражике на озере Кома? Пойдемте посмотрим. Итак, друзья, внимание на экран. Перед вами Pontiac Firebird. Блин, такое ощущение, как будто мы его покупаем. Знаешь, такая серия про покупку Понтиака. Купили Понтиак на озере в Кома. Обложка готова на Обложка, шок-контент. Не, на самом деле просто остановились. Ну, посмотрите, да? Он просто еле сюда поместился в этот гаражик, да? Как это назвать? Этот гараж еще, понимаете, он находится просто в скале буквально. Знаете, почему в скале? Потому что здесь открылся соседний гараж, и мы здесь такую хрень обнаружили удивительную. Посмотрите внимательно. Ну разворачивай камеру, ну покажи уже. Это был гараж, видимо, для какого-то маленького автомобиля, итальянского, наверное. Вот, но время идет, машины стали больше. И для того, чтобы сюда помещалась тачка побольше, владельцу пришлось, просто в стене, в скале продолбить как бы некую полость, видимо, для передней части автомобиля и для задней, если это седан. Да, и здесь еще вот колесо такое для амортизации установили. Блин, просто... Я такого вообще никогда в жизни не видел. Это же охренеть. До чего довели итальянцев, понимаешь? Живешь на озере Кома, недвижимость стоит очень дорого. Купил себе тачку, берешь отбойный молоток, или как это называется, такой push me, I need to park my Американец. Что это за мини-трактор такой? Как это вообще? Это что за трактор такой, Хитачи? Это типа, мне кажется, такой трактор можно купить просто у нас в магазине электроники. Смотри, у него ковш какой миниатюрный. Это вообще, прикол. Такой чисто... Сейчас тебе, да, спагетти. Так он разозлился, он говорит, что вы здесь встали, типа... Ой, красный, подожди, стоим, все, красный. Портативный светофор. Тоже при покупке трактора тебе дают портативный светофор еще в подарок. Сейчас акция идет в магазине строительном. Портативных вещей. Нет, в строительном магазине. Друзья, наконец-то мы добрались до Беладжио. Больше часа ехали по озеру Комо, по берегу, добрались до сюда, это просто жемчужина, самый красивый населенный пункт, самый старый, вот, он находится в центре, и здесь, помимо того, что это стратегический центр, здесь еще просто феноменально красиво. Посмотрите вокруг, фантастика. Тогда их...
Так, у нас впереди сейчас приключение. Очень узкая такая итальянская улочка. Посмотрим, как здесь вообще поместится G-Wagen. Поехали. Тесновато. Ну смотри, все закрыто, главное, да? Потому что турки после 2 часов дня не работают. Ну что, не так-то все это... Блин, как так? Ну, в общем-то, протиснулись достаточно комфортно. Не такой уж и гелик и большой, как кажется, на самом деле. Поехали. Дорогие друзья, ну что, все, заканчивается на этом наш замечательный пробег. Прямо на озере Кома. Никуда мы дальше не поехали, потому что мы устали. Устали, решили отдохнуть. И этот зимний тур, хотя какой он нахрен зимний, ну вот такая вот зима в Европе. Большое спасибо я хочу сказать вам, за что все это время были с нами. Это ралли было не про гонки, не про автомобили, это ралли скорее было про наше путешествие, про красивейшую природу, про замечательных людей, которые нас окружали, встречали, и, конечно же, про то, как путешествовать в Европе в условиях вот текущего состояния с этим ковидом. Вы знаете, когда мы прощались с ребятами в Ливинью, когда мы все разъезжались, у меня вот было просто огромное желание, чтобы вот этот пробег, он не заканчивался. У меня было огромное желание пригласить ребят к нам в гости, посмотреть уже наши места, нашу природу, потому что я уверен, что у нас есть чем их удивить. И пока ушли вот эти дни постпробежные, эта мысль, она мне не давала покоя. И вот я думаю, вот хорошая идея, на самом деле, так-то устроить пробег аналогичный. У нас же таких нету. Позвать ребят, гостей из Европы и придумать какой-нибудь прикольный маршрут. Кто за, свяжитесь со мной. На этом, наверное, все. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше, поэтому мы собираемся назад. А вы берегите себя, подписывайтесь на канал и до скорой встречи. А лайки нужно ставить? И лайки тоже, пожалуйста, и комментарии, и удачи в конкурсе, и здоровья. Самое главное — здоровья. Всех благ. Всех благ.